Друзья, привет! Несется очень много вопросов, ну так что же все-таки, когда же ты представишь свою идею на Burning Man 2022? Честно сказать, в конце 2021 года прыгнули в эту историю, сейчас очень активно начали заниматься подготовкой к Бёрну. Я наконец-то нашел чуть-чуть больше времени для того, чтобы хотя бы посмотреть, что было уже создано за 30 лет, чтобы не ударить в штангу. Потому что действительно и арткаров, и арта было настроено столько, что повторяться просто тупо не хочется. Я бы хотел сейчас поговорить про арткары. Это топ-5 моих фаворитов, которые я, в принципе, выбрал для того, чтобы вам подрассказать и плавненько намекнуть, на что мы ориентируемся в своих планах. Поэтому поехали. Номер 5. Rocket Car. В основе Cadillac Sedan DeVille 70-х годов. Это классика американского автомобилестроения. 6-метровая баржа весом в 2,5 тонны и объемом двигателя в 7,7 литров и без переделок впечатляет. А его фактически удлинили вдвое, получив 12 метров итоговой длины, придав совершенно фантастический вид. При всем при этом создатели сохранили право передвигаться по дорогам общего пользования. На него даже страховка есть. И оказывается, построил эту машину очень интересный человек, не случайный. Дэвид Бест, художник из Калифорнии, который со своей командой Temple Crew проектировали и строили несколько темплов на Бёрне. Исполнение темплов в 2012, 2014 и 2017 годах – дело рук Дэвида и его команды. А машина была построена на заднем дворе его дома недалеко от Сан-Франциско при помощи все той же команды и его друзей. И, в общем-то, вмещает в себя 16 человек. Это как раз один из пунктов, которые мы хотим соблюсти, это то, чтобы граждане, которые захотели бы покататься на нашей машине, смогли это сделать. Соответственно, мы будем строить свой арткар с таким прицелом, чтобы помещать как можно больше людей на борт. И дальнейшая судьба этого автомобиля, после того, как он покатался по Плае, его продали на аукционе Sotheby's. И, в принципе, за неплохие деньги, за $36 тысяч. Не факт, конечно, что мы будем продавать свой автомобиль, потому что, скорее всего, мы на нем покатаемся чуть дольше. Но факт есть факт. То есть это как раз подтверждает ту гипотезу, что арт и арткары после Burning Man получают еще вторую жизнь. Так, едем дальше. Номер 4. Мне понравился арткар под названием Святилище. Святилище — это очень крутой симбиоз техники и аудиовизуальных технологий, потому что и звук, и свет там просто потрясающий. Святилище — это реально произведение искусства. Цель его — представить положительные стороны каждой религии и объединить их. Что, собственно говоря, часто происходит на Burning Man, когда соединяются абсолютно несоединяемые вещи. Это 60-футовая передвижная церковь, говорит его создатель Ноа МакГинли. Это художественный руководитель проекта. Его идея заключается в том, чтобы объединить все возможные известные религии и науку. Собственно говоря, такой немножко сумасшедший чувак. Но мне очень нравится. Лазеры особенно. Идем дальше. Номер 3. Мне понравилась автомобиль Акула, который появился впервые в 2002 году, то есть ему уже 20 лет. Его создали ребята из Америки, Сид Курц. За прошедшие годы, в принципе, машина появлялась очень часто на Плае, но в 2016 году вышла ее финальная версия. Очень крутая алюминиевая обшивка, как в классических примерах американского авиастроения. Очень напоминает, на мой взгляд, лучший истребитель времен Второй мировой войны P-51 Mustang. Лучший после английского Spitfire, конечно. Или DeLorean из «Назад в будущее». Кстати, ночью Акула светится не хуже, чем блестит днем. Многократное появление этого арткара подтверждает гипотезу о том, что и арт, и арткары, они меняются, их использование многократное, они появляются каждый год на Burning Man с новыми доработками, каждый год они не теряют своей актуальности, потому что добавляется очень много всяких интересных штуковин. Номер 2. Безумный транзит или Rabbit Transit. Это транспортное средство достаточно свежее, 2017 года, от создателя El Pulpo Mecánico. Это механический спрут с огнем, лазерами, звуком и так далее. Мне очень нравятся вообще такие штуки, потому что там торжество механики и робототехники, гидравлики, кинематики и прочих разных странных слов, потому что
это настоящее произведение искусства. Очень надеюсь, что у нас получится хоть что-то подобное повторить. Наверное, самым сложным и самым опасным моментом вот в арткаре является наличие огня, потому что есть DMV, как вот из прошлых моих выпусков, наверное, немножко стало понятнее, о том, что есть очень много требований, которые нужно соблюдать по безопасности в том числе. И если мы видим вот такой арткар с огнем, который двигается, у него где-то есть там центр управления, есть кабина, есть органы управления, и наверняка это не один человек следит за тем, чтобы эта штука аккуратно, безопасно, эффектно проехала по плае, никого не задавить, всех покатать, всех удивить. Это заслуживает уважения, это очень сложная работа. И Rabbit Transit, и El Pulpo Mecánico, они построены на базе грузового автомобиля Ford, одним и тем же человеком, его зовут Дуэйн Флетмо, вот, с очень богатым воображением товарищ, и с ним было бы интересно, наверное, как-то сконтактировать, что я попробую сделать и расскажу вам в следующих выпусках об этом. Идем дальше. Мы подошли к первому месту, и на самом деле я не смог выбрать, потому что, ну, наверное, очевидно, наверное, предсказуемо, но первое место вот для меня лично разделяют два арткара, и это Mayan Warrior и Robot Heart. Объясню почему. И даже, вот скажу так, с перевесом, наверное, в 1 балл выигрывает Robot Heart, потому что Robot Heart мне довелось увидеть с друзьями в этом году, в 2021 году на Renegade Burn. Мы совершенно случайно попали в первый же день, как только мы доехали до плай, как только мы там построили свой кемп, вышли погулять в люди. Первая вечеринка, на которую мы попали, это был Robot Heart с каким-то там мегаизвестным диджеем. И ко всему прочему, мы попали на эту вечеринку, опять же, совершенно случайно, потому что мы катались по плае на разных арткарах. Вот, потому что это очень интересно. Первое, что мы увидели в темноте, это вот передвижные музыкальные платформы. И покатавшись вообще абсолютно непонятно куда, в разные стороны по всей плае, когда нам надоело, мы решили сойти на берег. Вот, и попали на вечеринку с Бломквистом и Robot Heart. Что меня лично поразило, это действительно Robot Heart, это какой-то такой магический арткар. Он хоть и старенький, он хоть и был, как мне рассказывали мои друзья, что это там номер 1 до появления Mayan Warrior, уже с огромными наворотами, с лазерами, с другим качеством звука, с другим качеством света, с огнем, с танцполами. Да, это совершенно другая машина, конечно же, но Robot Heart, знаете, это какой-то такой вот... Я о нем много слышал, я его впервые увидел, и он какой-то такой родной. Попробую вам рассказать теперь, что это такое и вообще из чего оно состоит. По сути, это транспортное средство, которое переделанная в передвижную дискотеку, в передвижной ночной клуб. Если говорить о железе, и Robot Heart, и Mayan Warrior — это полностью кастомизированные транспортные средства, и один и второй имеет на борту качественный звук, декорации, полный спектр диджейского оборудования, свет и другие спецэффекты, и обязательно дополнительные генераторы, которые всю эту прелесть должны запитать. Если Robot Heart — это автобус, один из тех, на которых возят заключенных или школьников, то для Mayan Warrior в качестве основы был выбран капотный грузовик. Если же заглянуть глубже, то обе эти сущности — это арт-платформы как в прямом, так и в переносном смысле, объединяющие огромное количество людей, от артистов до инженеров и просто фанатов. И те, и другие, помимо присутствия на Бёрне раз в год, живут своей жизнью и в остальное время, организовывая культурные события в Америке и по всему миру. Вот так из смелой и сумасшедшей идеи вырастает целый бизнес, в котором, на мой взгляд, над деньгами преобладают страсть и желание обеих команд сделать этот мир лучше. Собственно говоря, мы подошли к концу моего личного хит-парада и моего личного топ-5 of Art Cars. Если вдруг вам кажется, что он какой-то не такой, и если вдруг вы думаете, что есть арткары, которым я не уделил внимания, и стоит это сделать, пишите в комментариях, давайте общаться на эту тему, может быть, включим. Подписывайтесь, и вот это вот все. Лайки, шеры, комменты.